Редкое природное явление. Путин в прямом эфире дал заднюю. Чего или кого испугался хозяин Кремля? Украина фактически взяла под контроль российский регион. СБУ проводит там операцию за операцией, как у себя дома, успешно и безнаказанно. Такого в Москве вряд ли ожидали. Путину передали плохую новость из Варшавы на самом высоком уровне. Россия следит за Турцией. Доказательства найдены, детали на руках. Как ответит Реджеп Эрдоган? Кремль идет дальше в гибридной войне против Европы. Предпринята атака на крупный лайнер. Все указывает на ГРУ. Удар под дых. Пока Лукашенко обвинял уехавших белорусов, члены его семьи покинули страну. Нет человека – нет проблемы. В Центральной Азии продолжается преследование блогеров и журналистов. Об этих и других событиях утро 20 декабря. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. А начинаем с прямой линии Путина. Во время нее случилось нечто из ряда вон выходящее. Владимир Путин принялся извиняться. Во-первых, я хочу принести вам извинения, хочу извиниться перед вами. Нет, не за войну, убийство и разрушение. Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году. Хозяин Кремля вдруг принялся оправдываться за недавнее использование выражения «подсвинки» по отношению к европейским политикам. Правда, получилось неуклюже, в путинском стиле. Что касается определения, оно выскочило у меня так как бы в процессе общения с военной аудиторией. Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще этого никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имею в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы. Может, хозяин Кремля на досуге поразмыслил, что если в Европе есть такие несамостоятельные подсвинки, то по этой логике где-то есть большая свинья или даже Боров. И у некоторых партнеров, например, за океаном, к Путину могут возникнуть неприятные вопросы. У меня такая версия. Делитесь своими в комментариях. Пока Путин убеждает россиян в захвате очередных населенных пунктов на Донбассе, Служба безопасности Украины берет под контроль крупную российскую территорию. Дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили еще одну нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море. Это уже третья пораженная цель за короткое время. Источники в спецслужбе сообщили, удар пришелся по буровой установке на месторождении «Ракушечное» имени Валерия Графера. Платформа принадлежит «Лукойлу». Бортовая камера БПЛА зафиксировала прямое попадание в район газотурбинной установки. Ранее СБУ уже вывела из строя платформы на месторождениях имени Филановского и Корчагина. Там добыча была остановлена. Теперь под ударом оказался еще один ключевой объект нефтяной инфраструктуры Российской Федерации. Также в СБУ подтвердили и уникальную акцию в Средиземном море. Больше 2000 километров и точный удар. СБУ впервые поразила танкер теневого флота РФ в нейтральных водах Средиземного моря. По данным источников в спецслужбе, дроны подразделения Альфа СБУ атаковали российское судно «Кендил». Танкер получил критические повреждения и фактически выведен из строя. Это первая такая операция СБУ так далеко от Украины. В спецслужбе подчеркнули, что в момент удара судно не перевозила груз, поэтому угрозы экологической катастрофы не было. Хорошая новость для Киева и Варшавы и откровенно плохая для Москвы. Президент Польши Кароль Навроцкий так охарактеризовал визит Владимира Зеленского в Варшаву на совместной пресс-конференции. По его словам, приезд украинского лидера – прямое доказательство того, что в вопросах безопасности Польша, Украина и другие страны региона действуют вместе. Росja swoimi działaniami Действия России постоянно подрывают международный порядок, нарушают принципы международного права и дестабилизируют политические системы. Мы в Польше знаем об этом не понаслышке и уже много лет.
Президент Зеленский заявил, что Украина предлагает Польше сотрудничество в защите от беспилотников и морской безопасности. Сьогодні Україна володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей та найбільш сильними можливостями виробництва зброї. Зброя, яка є сучасною, яка є ефективною. І я пропоную Польщі увесь цей досвід. Хозяин встречи заявил о том, что его страна в обмен на антидроновые системы может передать Украине истребители МиГ-29. Это первая официальная встреча лидеров двух стран с момента вступления Навроцкого в должность 6 августа. Российский беспилотник снова найден на территории страны-члена НАТО, но в этот раз речь идет о нарушении не европейского воздушного пространства, а турецкой границы. БПЛА найден всего в 50 километрах от самого крупного города страны – Стамбула. Речь идет не о боевом дроне, а о разведывательном беспилотнике «Орлан-10». Как думаете, просто заблудился или Москва решила проверить реакцию Реджепа Эрдогана? Тем временем в Европе россияне предприняли атаку на огромный пассажирский лайнер. Речь, правда, идет не о боевой, а о хакерской атаке. Судно компании Grandi Navi Veloci, связанное с крупнейшим в мире контейнерным оператором MSC, задержали в порту Сет на юге Франции после кибератаки. Отправление в Алжир отложили почти на сутки. На борту во второй раз за 2 месяца нашли мини-компьютер Raspberry, подключенный к бортовой системе и выведенный в интернет через сотовый модем. Расследование ведут власти Франции и Италии. По данным Bloomberg, следы атаки ведут к военной разведке Российской Федерации ГРУ. Эксперты указывают на совпадение инструментов и методов с операциями подразделения 29155, известного диверсиями и кибератаками в Европе. До критических систем хакеры не добрались, их спасло разделение сетей. Но сам факт повторной закладки устройства на пассажирском пароме крупнейшего игрока мировой логистики уже расценивают как угрозу глобальной безопасности и международным цепочкам поставок. Но президента Франции такие действия россиян не смутили. Известный своими частыми и продолжительными беседами с Путиным накануне и в первые месяцы полномасштабной агрессии Эммануэль Макрон опять хочет говорить с Москвой. На этот раз французский лидер предлагает Европе вернуться к диалогу с Кремлем в партнерстве с Украиной. Я думаю, что разговор с Путиным снова станет полезным. Да, я вижу, что есть люди, которые разговаривают с ним, поэтому и предполагаю, что мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске подходящей структуры для возобновления этой дискуссии надлежащим образом. Это не идеально, признает Макрон, но президент Франции заявляет, что опасается сценария, при котором европейцы будут говорить только между собой, а реальные переговоры с Москвой начнут вести другие посредники. В Киеве уже знают, где будет базироваться Орешник. Об этом заявил Владимир Зеленский, находясь в Варшаве. Эти слова прозвучали после заявлений Лукашенко о постановке ракетного комплекса на боевое дежурство в Беларуси. Ми показували дистанцію, на яку буде діяти Орешник. Це загроза багатьом європейським країнам, включаючи Польщу, Німеччину і інші країни. Ми їм це показували. Орешник дронами збити неможливо на сьогодні. Вони використовували Орешник по території України. Ми розуміємо, як з цим боротися. По словам Зеленского, Киев уже проинформировал партнеров о перемещении Орешника и передал им координаты его возможного базирования и радиус действия ракет. Президент подчеркнул, что комплекс собран с использованием западных компонентов, которые Россия получает через третьи страны. Без них производство невозможно. Украина просила ввести санкции против компаний-поставщиков, но, как признал Зеленский, пока никаких действий не было предпринято. В НАТО признали свою уязвимость. Командующий морскими силами Альянса откровенно рассказал о стратегической проблеме. Вице-адмирал Королевского флота Великобритании Майк Атли заявил агентству Bloomberg, что блок превосходит Россию по возможностям, но не готов к затяжному конфликту. По его словам, у Альянса нет нужного уровня устойчивости. Это стало особенно ясно за последние 10 месяцев. Атли подчеркнул, что будущая война – это не только танки и корабли, но и
кибератаки, давление на инфраструктуру и гибридные угрозы. В НАТО, по его словам, это понимают и готовы вкладываться в исправление ситуации. Bloomberg отмечает, европейские чиновники все чаще прямо говорят о риске войны с Россией на фоне растущей агрессии Москвы. Поэтому нам надо аккуратненько, не напрягая молодежь, а точнее не отталкивая нашу молодежь, приспосабливать к труду. Если человек понюхает, что такое труд, он будет патриотом и нормальным человеком. Он никогда не побежит, как наши беглые побежали, не подумав. Во время Всебелорусского народного собрания Лукашенко в очередной раз отругал соотечественников за утечку детей. Парадоксально, но собственные внучки диктатора сами предпочитают жить за границей. Дочери среднего сына Лукашенко, Дмитрия, успешно обустроились в Москве, пишет наша Нива. 22-летняя Анастасия Лукашенко после протестов 2020 года забрала документы из лицея БГУ, доучилась в практически семейной Минской международной гимназии, а затем поступила в Московский государственный университет. В 2025 году она окончила юрфак МГУ и сразу пошла в магистратуру там же. Ее сестра Дарья пошла почти тем же маршрутом. Лицей БГУ, частная гимназия и экономический факультет МГУ. В общем, Беларусь под многолетним управлением дедушки внучкам, похоже, не совсем по вкусу. В Центральной Азии меняются лица диктаторов, а порядки остаются прежними. В Туркменистане пропал популярный тикток-блогер Хитроускин. Причем мужчина не критиковал власть напрямую. В своем последнем ролике он осмелился высказаться о резком росте цен на мясо в стране. После этого видео блогер перестал выходить на связь, его местонахождение неизвестно. Последний ролик был эмоциональным. Блогер спрашивал, как людям выживать, если мясо стоит 140-150 манатов, а это около $40. В соцсетях уже ходят слухи о его возможной гибели, хотя подтверждений этому нет. Хитроускин был одним из немногих, кто открыто говорил о бедности, росте цен и неравенстве в стране с жесткой цензурой. За 34 года после распада Советского Союза Туркменистаном правит уже третий автократ. Сапармурата Ниязова, более известного по титулу Туркменбаши, сменил его бывший врач, экстравагантный Гурбангулы Бердуймухамедов. Сравнительно недавно он уступил трон своему сыну Сердару, но бедность и цензура остаются без изменений. Борьба с нелегальной миграцией в США выходит на новый уровень. Теперь там закрывают возможность и для легальной. Администрация Дональда Трампа приостановила программу иммиграционной лотереи Diversity Visa. Об этом заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Решение приняли после стрельбы в университете Брауна в Род-Айленде, где 2 студентов погибли, а 9 были ранены. Клаудио Мануэль Невас Валянте, стрелок из Брауновского университета, въехал в Соединенные Штаты в 2017 году по программе иммиграционных виз Diversity Lottery и получил грин-карту. Этому гнусному человеку никогда не следовало разрешать въезд в нашу страну. По указанию президента Трампа я немедленно даю распоряжение приостановить программу, чтобы больше ни один американец не пострадал от этой катастрофической программы. Но им напомнило, что Трамп еще в 2017 году требовал закрыть лотерею после теракта в Нью-Йорке, где боевик ИГИЛ убил 8 человек. Программа работала десятилетиями, и благодаря ей ежегодно 50 тысяч человек могли легально выиграть грин-карту. Но теперь страна, построенная эмигрантами, закрывает эти двери для других. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.